Чудесного дня. Выходной сегодня у нас суббота, мои хорошие. Вот, Виктория вышла в прямой эфир, немножечко с вами пообщаться, ну и, конечно, рассказать последние новости, которые происходят здесь у нас, что случилось в нас в городишке. Итак, первый момент. Сразу хочу порадоваться за девушку. Молодец, настоящий герой. Девушка с большим достоинством защитила свою честь и достоинство, потому что буквально месяц или два назад она выставила пост об эм, сексуальном домогательстве в Facebook. И все ей начали писать, что не триггерите как бы местных жителей, не занимайтесь ерундой, что у вас ничего не получится. В конечном итоге, смотрите, читаю. Добрый вечер жителям Хургады. Хочу поделиться достижением моего адвоката и меня. Делюсь со всеми, кто под моим постом, где я искал адвоката по делу о домогательстве, писал, что я ничего не добьюсь, я в чужой стране и не надо триггерить ее жителей и государства. Я добилась того, что обвиняемый мной человек понесет наказание в виде тюремного заключения на 1 год с работами. Я на этом не останавливаюсь. Если я добьюсь чего-то сверх, я обязательно сообщу об этом на Фейсбуке, об этом в Фейсбуке. Тем терпилам, которым нравится, что их могут потрогать на любой улице за все выпирающие места, или тем, кто когда-либо хотел наказать обидчика, но их загнобили в Фейсбуке, и они бросили отстаивать свою честь. К чему я это? Девчонки, если какой-то осел на улице вас потрогал, так, как меня слышно, напишите, вас потрогал, напал, чтобы потрогать, подмигнул или позвал кис-кис, и вы были этим оскорблены, то все это уголовно наказуемо и преследуется статьей о домогательстве. Не молчите, идите в полицию и жалуйтесь. Процедуры не быстрые, но вы обязательно добьетесь всего. Адвокату я ничего не платила пока, ибо это еще не конец. По контракту она ему дала копейки для документации, часть из которых он мне вернет. Вот. Даже если не вернет, вообще не обидно будет. Ну, в общем, девочка молодец. И это вот прекрасный пример тем девушкам, которые почему-то себя очень странно ведут, которые готовы терпеть, когда их там, не знаю, готовы терпеть насилие дома, которые готовы терпеть домогательства на улице. Вот, потому что действительно вот за 7 лет, к сожалению, как бы я это видела. То есть, ну, например, попробую вам доказать, рассказать примеры. Как меня слышно? Напишите, а то никакой обратной связи. Ну вот, значит, первый, сейчас секундочку, немножечко светлее сделаю, мои хорошие. Опа, это очень темно. Так, здравствуйте, здравствуйте. То есть, ну, допустим, а, я там, ну, ходила, снимала, с удовольствием люблю что-то показывать, как сказать, показывать все красоты Египта. Ну, большинство людей, подавляющее большинство людей очень любят присутствовать на мои хорошо слышно, да? Хорошо. Спасибо. Любят присутствовать на моих роликах. И, ну, то есть как сказать, нравится мне вот это все показывать о жизни в Египте, какие-то интересные местечки. Ну, очень нравится. И жители Хургады с удовольствием, значит, попадают на камеру. И, ну, то есть им тоже это нравится. То есть тут хороших людей очень много. Ну, вы же вот, если открыть мой канал, все это можно видеть. И вот сейчас мне привезли гостинцы, скоро снова пойду по Дебрюкам в Хургаде и снова буду раздавать конфетки, буду угощать деток. Ну, то есть люблю такие делать жесты добра, как сказать, доброжелательные, добросовестные, проявлять великодушие. Это мне очень нравится. Когда мне привозят конфеты, то я всегда чуть-чуть угощаю Маркуса от друзей, и остальное я несу в Дебрюки. Так что скоро мы такой жест я буду делать и засниму видео. Ну так вот, как-то я снимала
значит, по Хургаде гуляю, по Каусеру. Прямой эфир был. И в прямом эфире просто там снимала лепешки. Ну, то есть я с такой любовью показываю все вот эти простые места, все вот эти, ну, как бы всю ту жизнь, которую, возможно, вы не увидите, ну, где у других. Как бы не просто отели, а вот такую нашу обычную жизнь. Мне это самой очень интересно, и, ну, то есть я вижу, что и вам это интересно. Вот, и я это с большим удовольствием делаю. И в прямом эфире я там снимала, как лепешки, ну, приносят, и какой-то парень на меня говорит: "Шармута". Ну, в прямом эфире. А я говорю: "А зачем так на меня сказал?" А шармута — это означает, ну, это такое плохое слово. Они так, к сожалению, на нас говорят здесь часто. Ну, не часто, но много. Эм, я говорю: "А ты зачем так на меня сказал?" Я вот, веду прямой эфир, всему миру показываю, как делаются лепешки в Египте. Они, кстати, очень вкусные. Я почему рекомендую приехать сюда и пожить, чтобы вы могли слиться с местным населением и есть их еду, побыть с их менталитетом. Ну, тут очень много добрых, хороших людей. Они прям порой даже на улице предлагают поесть. Серьезно, они такие доброжелательные. Но вот благодаря вот этим, знаете, как ублюдкам, которые портят всю репутацию Египта, вот этим, знаете, которые там могут тебя оскорбить, или там идешь по улице, они могут сказать: "Кс-кс-кс". Ну кто ты? Ну кто ты? Ну почему ты так себе позволяешь? Это, кстати, тоже записывайте на видео. И это нарушение прав, это переход границ жесткий. Что это такое взрослой женщине? Кс-кс-кс-кс. Ну, что это? Вот, и он на меня говорит: "Шармута". Я говорю: "А зачем так сказал?" Это в их переводе означает шлюха. Я говорю: "Почему так сказал? Вот это прямой эфир. Сейчас тебя смотрят миллионы зрителей. А почему так сказал на меня? Ну, как бы ты же меня не знаешь. Я вот, я прославляю Египет, показываю все красоты тут. Вот зачем ты так на меня сказал?" Он говорит: "Я не говорил". Я говорю: "Как не говорил, если вот в прямом эфире есть запись? Почему так сказал?" Ну, то есть вот, знаете, наверное, какую-то нелюбовь к себе, они, вот эти придурки, которых тут много в туристическом городе, они вываливают на нас, вот на приезжих. Вот, в автолайне, как меня, ну, мужчина вот так вот, Маркус сидел между мной и мужчиной, и он, значит, кладет руку, вот так положил руку на плечо, а я, ну, я подумала, знаете, как человек спит, может быть, после работы едет, он расслаблен, спит и, ну, как бы, ну, не контролирует. То есть я, вот смотрите, насколько я интеллигентно и по-доброму, по-женски подумала. То есть это моя проекция. То есть я, возможно, если бы я вот так себе подумала, что я сплю, ну, я устала, я могу там на кого-то, может, даже вот так склониться. Но это не с целью домогательства, но с целью того, что просто человек уснул. И я аккуратненько его руку вот так вот, знаешь, знаете, сняла по-женски, интеллигентно. То есть между нами Маркус сидел, он вот так вот сделал. Что вы думаете, когда я вот так аккуратненько сняла, думаю, может, мужчина спит? После того, как я его руку аккуратненько сняла, он взял и начал меня трогать. Я как рявкнула, ну, надо было тихо заснять видео и просто предоставить полиции. Ну, это сексуальное домогательство, он бы сидел. Но просто мне так неприятно стало, что а впереди были мужчины, ну, нормальные мужчины. И я говорю, вот он меня начал трогать. Там, короче, такой крик начался вообще, его хотели выкинуть. То есть, ну, мы там уже доехали, уже близко было, мы все, я вышла с автолайна и все. То есть тут очень много хороших мужчин. Но хорошие, добрые люди, они себя по-другому ведут. Они просто незаметны, они самодостаточные, очень добры. Потому что я когда вот тут, ну, если вот тут жить, вы их увидите. Если жить в Египте, вы увидите. Они очень такие незаметные, самодостаточные, добры. То есть они не будут ни приставать, ни вас трогать, ни сексуальное домогательство, ничего. Если вы у них спросите там помочь или пройти куда-нибудь, они вам подскажут. То есть и они не будут намекать на что-то. И то есть у меня есть друзья, которым я там могу что-то попросить, и, то есть они говорят: "Да, да, Виктория, ну, типа, ты обращайся". И сколько я знаю их лет, никакого там домогательства, никаких намеков, ничего. Они проявляют свою доброту, насколько могут. Но вот эти ублюдки, они портят. Вот, в Хургаде понаезжали с разных деревень, и вот они кс-кс-кс-кс.
Вот. А почему они так себя ведут? Потому что, вот женщины, тут большинство действительно терпил. Ну, то есть, как сказать, они могут в море, допустим, ты смотришь, а уже все, уже этот процесс пошел, он смотрит на тебя в море и, мастурбирует. То есть и ты, получается, с тобой занимаются сексом без твоего согласия. Ну как ты докажешь, если ты в море? Это надо выйти из моря и взять камеру, но тогда он уже тоже перестанет. То есть вот как вот это доказать? Ты видишь вот эти движения, он уже, ну, как бы, вот. И я не знаю, может, когда-нибудь сделают пляж, какой-то пляж, где только для женщин, вот исключительно для женщин. Господи, ну, как сказать, потом, был еще такой случай, мы с Галиной в море плавали, и вот так вот общаемся вместе. И ну, там, а тут куча ребят было, ну, это, правда, был дикий пляж, множество ребят было, наверное, штук около 15. И тут вот такой хлобысь, а Галя говорит: "Ой, какая рыба большая, вот тут возле нас плюхнулась". Я говорю: "Галь". А я, знаете, как, сказать, ну, то есть, мое детство прошло в деревне. Мы с братом там по речке бегали, по озерам, ловили рыбу руками и удочками. То есть я выросла на природе. Я знаю, как болтыхается рыба, как она плюскается, как она, ну, разной величины. То есть я человек, такой очень наблюдательный. А я говорю: "Галь, это не рыба, в нас кинули камнем, буквально вот, ну, сантиметров 20 от меня, вот так, вот тут". Я говорю: "Это камнем нас кинули". И я вот так оборачиваюсь, и все вот эти 15 ребят, они смотрят на нас. Просто один кидал, а все остальные наблюдали. Ну, ты же не успел заснять на видео, ты же не успел это зафиксировать, чтобы вот показать полиции. Ну, то есть, ну, как? И получается, вот. И я говорю: "Кто это сделал?" Они: "Малеш, малеш, малеш". То есть все они бы с удовольствием порадовались, если бы этот камень попал в нас. Понимаете? Ну, он бы мог разбить мне голову. Ну, это было, ну, расстояние, сейчас скажу. Они были от нас расстояние метров, ну, около 20. То есть они кидали с довольно большой силой, чтобы вот такой камень долетел до нас. То есть это надо было применить усилия. И, просто буквально, вот знаете, Бог спас, этот камень не долетел. Я говорю: "А зачем вы это делали? Ну, зачем?" Малеш, малеш, малеш. То есть все вот эти 15 ребят наблюдали, как этот камень будет лететь, будет разбивать голову нам. То есть вот это, к сожалению, знаете как, тут понаезжали с разных деревень непонятные люди, и вот это все можно увидеть. Потом следующий момент. Я ехала в "Убере", я заказала "Убер", и мне прям в прямом прям он сразу пишет, у меня есть переписка, говорит: "Я вас подвезу, но давайте, мне денег не надо, давайте, ну, типа, займемся сексом". Ну, у меня есть скриншоты, я зафиксировала все. Я говорю: говорю: "Почему вы мне такое предлагаете? Ну, а почему? Это же тоже насилие, это психоэмоциональное насилие". То есть непонятно. Я заказываю "Убер", я же не нахожусь в клубе ночном, я же не знакомлюсь ни с кем, я еду среди белого дня домой. Вот почему какой-то человек в "Убере" вместо того, чтобы меня довести, он мне предлагает заняться сексом? Это же тоже насилие, понимаете? Потом следующий момент, так, что там было? Сейчас. Ой, ну то, что тут предлагают, на каждом в этом, как сказать, снимаю там на "Шератоне", говорю: "Ой, какой у тебя магазинчик". И я вот говорю: "Хочешь на YouTube?" Он говорит: "Не, на YouTube не хочу". Или не-не-не, он согласился, он у меня, кстати, есть на "Ютубе". А я говорю: "Слушай, я те могу рекламу сделать, хочешь?" Вот. Он говорит: "Ну, давай". Я говорю: "Ну так, слушай, ну у меня тоже должен быть какой-то интерес. Я же как бы, ну, давай, ты мне какую-то маечку подари, я сделаю тебе рекламу". Потому что говорю, ну, давай, чтобы что-то, ну, как бы, что-то взамен. Знаете, что он сказал? Он говорит: "Виктория". Не-не, имя я не помню, по-моему, ему не говорила. Говорит: "Давай, я тебе дам маечку, ты хочешь маечку? Я тебе дам маечку, только, давай, иди сюда, иди сюда". Он хотел меня пообнимать, пощупать, представляете? Я говорю: "Ты идиот". И я вышла с магазина, и все. Теперь слушайте, какой момент интересный. Момент интересный в том, что,
Я вспоминаю, как у меня, одна тут, знакомая, ну, какая-то совершенно случайно знакомая, она говорит: "Ой, Виктория, сейчас вот пойду по Шератону пройдусь, наберу подарочков, наберу там духи, там полотенца, там маечки". То есть это просто есть такие женщины, видимо, которые вот так вот, они себя разрешают потрогать, и им дают подарочки. Почему он мне с такой легкостью предложил, то есть говорит: "Я тебе дам маечку, а я тебя потрогаю". То есть потому что для него это норма. Вот тоже, вот видите как, некоторые сюда едут, такие бляди-проститутки, они тоже, как сказать, уже так зарекомендовали себя, что, как, ну, как вам пояснить, что уже просто когда вот нормальный человек заходит, тебе приходится отбиваться, отнекиваться и так далее. То есть потому что это не есть норм. Но если он общался с какими-то, блядями, то он думает, что ты, может, тоже так. Вот сейчас я тебя потрогаю за маечку, и вот у нас все случится. И, конечно, это, ну, как сказать, вот такое вот. Но когда, знаете, вы и не давали поводов, и ничего, и не, как сказать, ну, то есть вот какое-то простое физическое сексуальное домогательство, значит, нужно обращаться в полицию. Девочка очень большая, молодец. Тут, ой, к сожалению, туристический город. Вот еще написала одна девушка, что где это есть? Так, а где же это есть? Предупреждение. В Хургаде орудуют два итальянца, 27 лет в очках, 44 в очках и 44 года. Громко говорит. Предлагают бизнес в Дубай, проникают в доверие. Сначала один, затем второй подходит, типа консультирует. Затем подсыпает жертве в воду опасные капли, и она теряет сознание. Преступники обкрадывают, называются Джузеппо и Меро. Будьте осторожны. Вот. То есть, ну, туристический город, он славится тем, что, как сказать, в туристические города съезжаются аферисты со всего мира. Ну, вот они сюда едут, проведут какие-то аферы и возвращаются домой. Понимаете? Поэтому будьте осторожны, мои хорошие, потому что, ну, вот как-то так. Вот как-то так, к сожалению. Вот, и благодаря моему каналу сюда приехало большое количество замечательных женщин, и, конечно же, мне бы не хотелось, чтобы эти женщины страдали от непонятных предложений, чтобы им предлагали, ну, вот такие непонятные вещи им предлагали. Вот, получается, ты когда, э, поступаешь интеллигентно и по-доброму, то есть тебе просто на голову садят, садятся, сядут на голову и насрут. То есть, получается, ты хочешь быть человеком, ты эту ручку отряхиваешь, просто думаешь, ну, мужчина уснул, а он тебя берет и трогает, ну, следующим образом. То есть вот. Ну вот, как-то так. Вот, но на самом деле, знаете, сегодня я хотела поговорить об одиночестве. Э, Когда я вот проснулась, я захотела поговорить об одиночестве, но вот открыла Facebook, увидела вот эти сообщения, думаю, ну, как-то надо сказать, предупредить моих дорогих зрителей, что будьте осторожны, если что-то уже случается, быстро включайте камеру. То есть я, допустим, у меня с левой стороны есть кнопочка, я нажимаю на нее, и даже не надо открывать телефон, там туда-сюда полноценно. То есть я нажимаю, я начинаю сразу снимать. Но ну, как бы, если мне нужно зафиксировать какие-то там данные, чтобы потом предоставить полиции, например. Но, слава богу, у меня больше позитива и больше прекрасного. И здесь масса замечательных и добрых людей, с которыми я общаюсь. И, ну, вот просто говорю, что реальность такова. Бывает, есть и положительная сторона, и неположительная сторона. Так что вот, мои хорошие. Вот, немножечко почитаю комментарии. Да, Игорь, да-да, здравствуйте, здравствуйте, привет, привет, здравствуйте. Так, так, мои хорошие, тема обсуждения. О, у меня тут мужчины новые. Ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мои дорогие, ставьте лайки, подписывайтесь. Алла Антонюк, смотрю ваш канал с интересом, никогда не была в Египте, благодаря вам захотелось приехать.
Спасибо, приезжайте, замечательная страна, здесь масса плюсов, очень много плюсов. Вы ее полюбите точно так же, как любят другие. Единственное, что вам придется быть настороже, потому что, ну, в туристический город едут не только отдыхать нормальные люди со всех стран, но и придурки тоже едут. Нарушенные, абсолютно психически больные люди тоже едут, и вот они ходят и в автолайнах сидят, но есть полиция, есть туристическая полиция, и такого не может быть, что вам не помогут. Обращайтесь один раз, если не берут заявление один раз, обращайтесь второй раз. То есть здесь нормальные законы, хорошо работает полиция. Вот, и то есть минус только может быть в том, что вы не обратитесь, вы будете это глотать. Вот в чем минус может быть, понимаете? А обращайтесь в полицию, говорите все как есть. Ну, то есть они же понимают, что вы не знаете законов. Ну, вот я иностранка, я не знаю законов. То есть они же это все понимают. Ну, вот от этого и будут отталкиваться. А если люди будут жаловаться, то внесут, поправки в законодательную систему, и так уже внесли. Сейчас вообще за сексуальные домогательства дают до 10 лет. Представляете? Вот, то есть это вот буквально недавно этот закон создали. Потом за то, что в "Фейсбуке", вот там где-то в "Ватсапе", в "Фейсбуке" высылают члены. Ну, то есть ты знакомишься с человеком, пишешь ему привет, а на следующий день, уже тебе высылают член. Вот. Ну, теперь у меня уже "Фейсбук" заблокирован. Уже, я не переписываюсь с незнакомыми людьми, потому что, ну, это тоже, знаете, какая-то травма. Ну, то есть ты думаешь, нормальный человек тебе написал, ты ему отвечаешь, а потом тебе высылают член. Но создали тоже закон. Закон создали, сейчас уже этого не делают. Ну, во-первых, я уже заблокирована, ну, Facebook у меня закрыт от, чужих людей, во-первых. Во-вторых, уже создали закон, если вам прислали член, обращайтесь в полицию, и у него тоже возникнут проблемы. То есть законодательная система очень хорошо реагирует на это. Но дело в том, что если вы не будете обращаться, ну, в полицию, не писать заявление или там к боссу полиции, не знаю, то как они будут знать? Они же там фиксируют, какие там заявления, что там, отчет за месяц, за год. Они же это все фиксируют. И потом, исходя из этого, как-то принимаются законы и так далее. То есть, а как они будут знать, если вы не обращаетесь в полицию, если вы терпила? А среди наших женщин много таких. Они там терпели, теперь сюда приехали терпеть. Зачем? Есть законы замечательные. Султан Магомедов: "Виктория, держитесь от неадекватных людей подальше, берегите себя, вы очень хорошая девушка, удачи вам, хорошего дня". Спасибо вам большое за, как сказать, а, з эм, за поддержку, за внимание, за все. Заведите себе мужа, но, знаете, это же не собаку завести. Ну, вот я сегодня хотела поговорить на эту тему одиночества вообще, да, почему вот я в данный момент одна или я выбрала одиночество. Ну, то есть, то, что те люди, которые есть тут, вот то, что я видела, они мне не подходят. Для меня очень важно доверие, очень важно хорошие отношения в жизни, в отношениях. То есть, никто из, местных мне этого не смог предоставить. Более того, я могу сказать, что здесь все хорошие мужчины, они, женаты на своих, потому что у меня есть замечательные семьи, замечательные знакомые и в Хургаде, и в Каире. У меня есть, друзья, с которыми, ну, то есть я дружу и с ними, и с их семьями, очень хорошие семьи. И у них такие кланы классные, и ну, такие. Здесь очень много прикольных людей классных. Вот. И очень много египтянок прикольных, классных у меня есть, знакомых, и тоже и тут, и в Каире. Просто то, что всякой шантропы тоже много. Вот они сюда едут за счастьем и вот такое творят. А, создать отношения здесь, ну, я говорю, тут лучшие мужчины женаты на египтянках, семейные мужчины. Или где-то вот нашим повезло немножечко, тоже знаю семьи такие хорошие. Вот. А все вот эти гастролеры, я их называю, которые гастролируют от одной женщины к другой, ну, это люди, которые не способны на отношения, и даже не хочу на эту тему говорить. Вот. Поэтому мужественно живу одна, и, для меня вообще, знаете, одиночество — это не есть что-то такое, как сказать, какая-то боль или печаль.
М, ну, честно признаюсь, я любила одиночество с детства. То есть для меня очень комфортно быть одной, долго быть одной, что-то себе там делать. Я очень творческая, люблю там писать, записывать какие-то нотатки, читать, что-то себе фиксировать, онлайн-книги слушаю, вяжу, потом с удовольствием показываю вам Египет замечательный. Вот, ну вот как-то так, вот. Как-то так. Поэтому, завести мужа — это не завести щенка, это должен быть мой человек. Абсолютно, знаете как, со своим человеком должно быть тепло и комфортно. То есть со своим человеком, у тебя точно такое же ощущение должно быть, как и ты один, но вот если есть еще один человек. Вот, то есть абсолютная такая гармония. Другого мне не надо. То есть мне от мужчины нужно ну как, гармоничные отношения. То есть чтобы мне с мужчиной было интереснее, чем самой, а самой мне очень интересно с собой. За 7 лет, я в Египте не встретила такого мужчину, с которым я бы хотела общаться, создать отношения, не встретила. То есть помню, тока приехала где-то в начале моего пребывания, познакомилась с молодым человеком, а он мне прям говорит через 3 дня, ну, то есть мы так, 2 раза в кафе сходили. Он говорит: "Виктория, ты такой классный человек, ты такая интересная женщина". Говорит: "Ну, понимаешь, у меня есть немка. У меня есть немка, вот она мне там, значит, и деньги высылает, и то, и то, и то". Я говорю: "Конечно, понимаю, но была бы я глупая, если бы не поняла". То есть, этого тут тоже очень много вот такого, когда, ну, то есть для них, знаете, как то, что вот тут в Хургаде я видела, ресурс твой — это номер один, а то, что ты собой представляешь — это дело 25-й, даже 30-й. То есть если у тебя есть ресурс, деньги, ну, многие, да, с тобой будут выстраивать отношения, потому что ты ресурсная бабенка. Там у тебя машины, квартиры, есть что продать, в общем, много всего. Ну, а я живу на съемной квартире, ращу ребенка одна, там, да, работаю, много работаю, я и творчеством занимаюсь, и вяжу. Ну, то есть там у меня много всего, что я делаю, чтобы жить. То есть что с меня поимеешь? Ничего. То есть получается, да, он мне так и сказал, эм, что, он пытался сначала выяснить, чем же я зарабатываю на жизнь, откуда я беру деньги. Вот, потом, значит, просто сказал, что у него есть немка, вот. А я тогда что зарабатываю? Я тогда приехала в отель, я в отеле жила, потом перешла на квартиру, сняла квартиру. И я что тут пыталась сделать, то есть я еще была такая, знаете, как я за все брала, что мне предлагали, потому что надо было жить. И что там с детками 1,5 месяца с детками работала, ну, то есть там, как сказать, в комнате детской, потом недвижимостью занималась. Ну, то есть я бралась за всё, что только можно. Ну, а какой у меня ресурс, если я сама не знаю, как я тут жить буду? Поэтому он мне сказал: "Ты хороший человек, но извини, у меня есть немка, с деньгами, она меня спонсирует, платит за все". Так что вот, я говорю: "Ну, понятно, была бы я глупая, если бы не поняла". Вот этого здесь очень много. И если вы ресурсный и с деньгами, вы это точно увидите. Так что вот. Мои хорошие, так я очень хотела бы встретить мужчину своего серьезного для отношений. То есть, ну, просто у меня какой момент? С ним должно быть лучше, чем самой, веселее. А повторю, у меня отец невероятно интересный, просто. У меня родители интересные, классные. У нас такие же люди приходили интересные домой. То есть я знаю, что такое отношения. Мне вот эту подделку, вот эта подделка мне не подойдет, которую мне тут предлагают многие. Ну, мне не подойдешь, там будут раз в месяц приезжать, с Каира и, там, покувыркаться, потереться телами раз в месяц и считать это за отношения. Не, мне такое не подойдет. Нет у нас пляжа для женщин, нету. Здравствуйте, здравствуйте, хорошие мои, да.
Ну да, после 50 мы уже, знаете, женщины после 50 такой ресурс, что ты уже заработала деньги, приехала в Египет, можно тебя трясти. Ну, как бы нет, есть у меня, конечно, тут знакомые взрослые женщины, у которых замечательные отношения с египтянами, семейные, то есть очень хорошие. Ну, я же общаюсь с людьми, мне же люди все рассказывают. Я же вот это все не, как сказать, не вот там мне было скучно, я выдумала. Нет, это вот то, что я наблюдаю, что вижу. А, ну вот, вот. Тут есть хорошие отношения, и действительно там мужья заботятся, хоть там, допустим, ей 60, ему тоже где-то 60 больше, и они вместе, ну, так одногодки, ну да, то есть примерно там плюс-минус 5 лет. А когда, знаете, там мужчине там 70, и он хочет 40-летнюю, ну а с чего? А еще, знаешь, мне моя знакомая сказала, он боится так, чтобы я его использовала. Я говорю, так а что его использовать? Он уже одной ногой там. Тебе 40, а ему 70. Он априори должен давать. Так а что он еще может дать? Будущее, счет в банке, секс, ничего. Ну, он должен тебя обеспечивать деньгами априори. Ну, то есть, ну, короче, тут очень много смешных моментов. Нет, мне одной очень хорошо, ну, прям классно. И я прям вот этим одиночеством, свободой наслаждаюсь. Но если я встречу мужчину интересного, ну, классного, интересного, там, пить чай вместе, гулять, куда-то ездить, то есть я с удовольствием начну общаться. Вы знаете, скажу вам так, как есть. Я сюда приехала просто на отдых. Вот это была путевка 28 ночей. Маркус был маленький, началась клубника. Это был декабрь месяц. Началась клубника, и я просто захотела, чтобы ребенок походил по песочке, поплавал в море, поел клубники. И мы таким образом начали. Э, Закончился, мой, значит, отпуск. Я уже познакомилась с людьми и перешла на квартиру. И вот, думала, еще поживу месяц, потом еще месяц, ну, пока зима, ну, чтобы уже вернуться весной. И вот так вот начала искать, чем бы я тут могла заниматься. Вот, и делала все, что только возможно, чтобы, в общем, тут, остаться. Вот, и таким образом я. Наверное, ради ребенка. Мне захотелось, чтобы он пожил на солнышке, тем более он мулат, ему нужно солнышко больше. И, ам, фрукты тут круглый год, для меня это тоже важно. Солнышко, вот так смотришь, солнышко, но потом ты, живешь тут и видишь вот эти минусы, вот этих, непонятных людей, которые сюда едут, дабы, вот, ну, и ведут себя ужасно, вот с нами, с иностранками. Неуважительно, как будто бы мы какой-то, не знаю, то есть, ну, это они так и к себе относятся, понятно, потому что, мужчина, если правильный мужчина, который хорошо относится к себе, себя любит и уважает, то так он относится к женщинам. У меня папа был такой, и мама у него очень женственная, то есть я знаю, что такое мужчина, я видела это в жизни. Но, к сожалению, в мире этого немного. Вот, поэтому я вот так, он потом пошел в садик. Алла Антонюк, отвечаю вам, пошел в садик, и, там английский преподавали. И вот так день за днем, я вот так тут осталась. С теми мужчинами, с которыми я знакомилась, к сожалению, вот у них вот это знакомство, потом они пропадают, исчезают, блокируют, разблокируют. То есть я еще много лет назад, прям я сразу поняла, что тут мне не получится создать отношения нормальные. Ну, потому что, повторюсь, тут в моем возрасте мужчины давно женаты, египтяне на египтянках, и у них семьи классные, и я знаю такие семьи. А вот эти все, которые тут, шастают от женщин до женщин, они просто не способны. Они способны на какие-то игры исчезнуть, то есть там, чтобы ты привыкла, потом они исчезают, отдаляются. Женщины, которые не знают об этом, они начинают переживать, волноваться. Это такая, знаете, продуманная игра. То есть они это делают, ну, так устроен их мозг, вот этих гастролеров, я их называю. Вот. Таких здесь тоже очень много, и они с большим удовольствием
вот тут так себя ведут, знакомятся, какие-то нехорошие грязные игры играют с нашими женщинами. Ну вот это пропасть, заблокировать, отблокировать, появиться, снова исчезнуть, снова появиться. Ну вот такое. То есть, к сожалению, то есть этого вот здесь много. И, ну, собственно говоря, вот почему у меня нету отношений здесь. Вот. Потому что я вот понимаю, что здесь много мужчин классных, но все они женаты на египтянках. Это во-первых. Во-вторых, я хочу разговаривать э, с мужчиной на своем языке. Это тоже важно. Да, тут у меня есть друзья в Хургаде, с которыми я общаюсь, многих вы на канале видите. Да, да, у меня здесь есть с кем общаться, безусловно. Но вот в отношениях я как бы, ну, то есть я одна. И ну, мне нравится. То есть я не могу сказать, что я страдаю. Нет. Я бы, если бы мне сказали, что ты хочешь, Виктория, какое у тебя желание, я бы сказала, чтобы мне мало дня, мне мало суток. Вот я вам сейчас признаюсь, что я очень творческая, очень много всего могу сделать. И если бы было, знаете, хотя бы не 24 часа в сутках, а 28, я бы сделала больше. Мне очень интересно. Я не успеваю ни читать, не сейчас даже свой спорт не записываю. То есть, ну, как бы, вот щас у меня там один проект лежит, кое-что вяжу на заказ. Вот, ну, в общем, не успеваю. Мне и макраме хотелось научиться, и то. И мне нравится вот и ходить по городу, показывать вам Хургаду, с интересными людьми нравится общаться, с моими подписчиками, которые приезжают там время от времени. То есть у меня действительно интересов очень много. Я не могу сказать, что я страдаю, ни капельки. Мне очень интересно жить. Очень интересно. У меня и мама такая, и папа такие, и их друзья такие. И я в таком обществе росла. Но я хочу, чтобы мой мужчина, ну вот, чтобы, как сказать, чтобы мне с ним было интересно. Так просто, чтобы он вот это мной манипулировал, как вот тут пытались манипулировать, что там мне это самое. То есть, ну, мне зачем? Ну, вот эти непонятные там отношения, там, ну, это все не мое. Вот. Спасибо вам большое. Да, да, я когда-нибудь напишу книгу еще, Алла. Я сяду, и у меня память замечательная благодаря тому, что я очень много читала в детстве и изучала стихов на память, кстати, да, я очень хорошо запоминаю. Я напишу книгу, и я там все так подробно опишу, как вот это все происходило. Ну, я много чего и рассказываю. Ну, в общем, так, мои хорошие, да, кстати, шарфик связала. Вот, закончила, смотрите, какие косочки. Очень люблю свое вязание. Такой весенний шарфик. Вот эти вещи я вяжу на продажу, потому что у меня их очень много. Он такой длинненький, и вы можете приобрести у меня шарфик, немножечко поддержать меня, мое творчество, мой канал. Вот, мои хорошие. Этот шарфик с любовью. Блин, сегодня 14 февраля, надо же так. Я думаю, почему я проснулась и вот захотела прям поговорить о любви, об одиночестве. И знаете, как у меня в жизни была любовь. Ам, Во-первых, меня очень правильно любил папа. Ну, э, блин, к нам приходили в гости люди, которые очень любили свои семьи. Мужчины, женщины. Это были очень семейные люди. Я выросла в таком обществе, правильно. У меня сейчас слезы, ой, на глазах, потому что, ну, вообще, знаете, мне казалось, что вот то, что я имею в детстве, оно будет всегда. Но это оказалось ложь. Вот. А в Москве у меня было, как сказать, тоже такое общество определенное. Не, ну в Москве я уже много, конечно, дерьма увидела, понятно, потому что я выросла в небольшом городе, в очень таком, ну как, классном городе выросла. Я даже до 18 лет, признаюсь вам, я не видела даже курящей женщины, представляете? То есть вот, ну, тем более пьяной. Ну, могла там где-то на свадьбах видеть, там свадьбы украинской большие, там видела, да. А курящих женщин, то есть, нет, нет, не до 18, я поступила в институт в 16 лет. В 16 лет я увидела курящие, наши полгруппы уже курила, я там была такая спортсменка-активистка, а половину группы курила, и вот тогда я увидела курящих девочек, то есть в институте. То есть представьте, в каком я обществе. То, что я увидела в Хургаде, это, конечно, трэш просто. Я столько грязи, безобразия, блядства
И распутности я не видела нигде. Ну, наверное, это специфика курортных городов, но это, конечно, трэш просто. Ай. Написала мне Наталья, Батизат. Меня тоже шармутой обозвали один раз, но не в лицо, а за спиной. Он думал, что я либо не услышу, либо не пойму. Да, они могут еще на арабском говорить оскорбительные слова, как будто бы ты не понимаешь. Но когда ты уже тут живешь и понимаешь, что, ну, включайте аудио, включайте видео, вы можете сразу в полицию и все. Полиция с удовольствием отреагирует, потому что это не есть норм. Одно дело, когда, знаете, вы едете в 3 часа ночи с клуба ночного пьяная, вот такая. И, понятно, что у вас могут возникнуть, какие-то, знаете, вы пьяная, там что-то там непонятно у вас в голове, вы связались с непонятными людьми. Конечно же, и если у вас возникнут отношения вот в таком, формате, то полиция будет на вас как-то странно смотреть, потому что, во-первых, ночной клуб, 3 часа ночи, вы пьяная, вы одеты развратно. Но когда вы серьезный человек и какое-то гомно на вас обзывает или пытается, причинить вам психоэмоциональное насилие, ну, а что это такое? То есть люди должны ответить за это, понимаете? Вот. И если люди молчат, вот вы молчите, это что означает? Вы соучастник этого. Ну, то есть это не есть норма. Вот девушка взяла, заявила, и все, она добилась, ну, без денег еще. Спасибо вам, Алла, спасибо. Ну, так. Ну, вот честно скажу, больше, наверное, тут таких огорчений я видела от наших женщин. Ну, вот как-то мне повезло, знаете, вот одна девушка, я уже рассказывала эту ситуацию, она пробрала, ну, попросилась ко мне домой с Украины, как раз началась война, ну, типа своим же помогаю, да, вот. Ну, а я добрая, доверчивая душа, пустила ее. Она говорит: "Можно я у тебя 2 дня поживу?" Я говорю: "Ну, живи, пожалуйста". А потом у меня, ну, причем она на завтраке, на обед и ужин не приходила. Думаю, почему она не приходит? А потом поняла, когда она ушла, пропали мои спицы дорогие Chiagu. Э, Слышно отлично. Ну, спасибо. У меня 2 микрофончика. Видите, я очень беспокоюсь о том, чтобы звук был хороший. И купила, раскошелилась на новые эти. Более $100 заплатила за наушники, потому что, э, ну, для меня это важно. Вот, для меня это важно было, чтобы звук был хороший, чтобы вы слышали хорошо. Вот. Ну, вот как-то так. Видите, я же тоже думаю о вас. И, ну, это, да, своего рода забота, почему нет? И очень многие люди благодарны мне за это. И вот эта девушка, значит, с Украины, она пробралась ко мне домой, украла спицы. Это были очень дорогие спицы, но огорчение не в том, что они дорогие, огорчение в том, что в Египте я не могу их заказать. То есть я пробовала, здесь эти компании не работают, сюда не везут эти спицы. Это спицы Чиагу, очень классные спицы. Я их очень любила, но она у меня их украла. И потом я поняла, почему, она не приходила. Причем это был ее любимый размер, тройка. Вот, ну вот, это такое мое. Кстати, да, тут больше всего огорчений я видела, признаюсь вам, именно от наших женщин. Как-то мне так повезло, они были именно с Украины, несколько женщин, манипуляторши, нарциссичные. То ли у них, нарциссическое расстройство личности, то ли у них, блядь, шиза какая-то, то ли у них, как это называется, М, еще когда, знаете, сегодня люблю, завтра ненавижу, пограничное расстройство личности. Ну, вот именно у меня основные огорчения, которые я тут видела, это вот от соотечественников. Ну, вот так мне повезло. Ну, что сделаешь? Везде люди разные, вот. Поэтому как-то так, мои хорошие. Видите, сегодня вот я решила немножечко так, хотела начать с одного, а получилось, как всегда, вывалила вам все.
и так далее. Вот когда проявляешь человеку доброту, вот получается какая-то ерунда, потому что, знаете, поэтому я очень сильно извлекла этот урок и начала очень сильно следить за теми людьми, которые попадают в мое поле общения. Очень избирательная стала, то есть очень-очень-очень, потому что, к сожалению, знаете, в Хургаду едут такие непонятные люди. Даже не так. Египетская, прекрасная египетская земля, она усиливает все то, что есть в человеке. То есть, если ты в нашей стране был немножко мудак, то здесь ты будешь очень большой мудак. Если ты в нашей стране был немножечко преступник, то это все у тебя здесь раскроется. Если в наших странах вы употребляли алкоголь чуть-чуть, то здесь вы станете масштабным алкоголиком и пойдете по наклону, и будет полная деградация. То есть все, но если вы талантливы и что-то хотите, то Египет тоже раскроет ваши способности и таланты, потому что здесь очень много наших девочек, которые себя реализовали, наших, я имею в виду русскоязычных, ну, там, Украина, Россия, Белоруссия, которые себя реализовали, поют, танцуют, делают какой-то бизнес. Кто-то себя реализовал в недвижимости, кто-то лепит вареники, кто-то печет торты. Очень много талантливых, очень вкусно готовят, замечательные и врачи, и педагоги. И знаете, я вот порой знакомлюсь и думаю, боже, как я вас не знала, вы такие классные, такие талантливые. То есть я за 7 лет еще, я считаю, мало с кем познакомилась, несмотря на то, что я знаю большое количество людей. Ну, здесь очень много замечательных, талантливых женщин. Это вот к чему? К тому, что если вы человек с талантами, с какими-то желаниями делать благие намерения, благо нести людям, вам Египет тоже поможет. Тут нужно очень правильно взаимодействовать с землей египетской, но я думаю, это я сделаю отдельное видео уже, я его планировала сделать, мои хорошие. Немножко почитаю ваши комментарии. Видите, когда у меня такое настроение есть хорошее, энергия хорошая, я могу говорить бесконечно много и делиться с вами замечательной информацией, дабы уберечь вас от нехороших людей, от людей, которые влазят вам под кожу, влазят к вам в душу, дабы для того, чтобы нанести вам психоэмоциональное насилие, как-то вас компрометировать, испортить вам репутацию, забрать у вас ресурсы, украсть у вас что-то. То есть, понимаете, вот, я хочу как бы вас уберечь, чтобы вы в этой замечательной стране жили хорошо. Ну, то есть, ну, ваш отдых проходил хорошо. Вот потому что многие ко мне приезжают, говорят, вот, Виктория, еще 2-3 года будет у меня, значит, через 2-3 года у меня уже начинается, значит, свободная жизнь, пенсия, выхожу на пенсию, и я бы очень хотела бы приехать в Египет. Я говорю, ну, приезжайте, приезжайте обязательно и наслаждайтесь этой прекрасной страной, морем, фруктами, овощами, едой их вкусной, замечательной. Вот. Все время говорю, не буду есть лепешки, а ешь баляди, ну, типа национальный хлеб, но вот все равно его ем. Ну, вкусно здесь готовят, конечно. Я с удовольствием это показываю, очень любя. Мои видео очень теплые. Я всегда нахожу время, чтобы пройтись, прогуляться, для вас показать вот этот, знаете, показать эту аутентичность, вот эту обычную жизнь их. Мне так это все нравится, и там очень много прикольных, классных, добрых людей, я это вам показываю. Просто добрые люди, они самодостаточные, спокойные. Они где-то там. Они не будут там навязываться в друзья, там предлагать встретиться. Они не хотят вас использовать. Они самодостаточные, поэтому они незаметны. Ну вот. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы мне пишете хорошие слова, хорошие пожелания. Вот, мои хорошие. Ну, вот говорю, я пострадала больше всего от наших украинских женщин, таких, знаете, милых аферисточек, манипуляторших таких, знаете как. Потом ты думаешь, почему ты так себя мерзко чувствуешь? Но когда я изучила все о нарциссизме, о психопатии, то есть я поняла, что очень большое женщин, нарциссов, психопатов, очень. Владимир Лященко. Ну, давайте познакомимся, давайте. Буду рада общению. Подписывайтесь на канал, пишите мне в комментариях, будем общаться.
Красивая кофта на вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое за поддержку, за теплоту. Паттайя, ну да, 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 ну, другие страны влияют. Спасибо, мои хорошие. Да, благодаря вам, действительно, да-да, спасибо большое. Да, я стараюсь находить классных людей и, в общем, показывать этих людей вам. Оксана пишет мне: "Виктория, привет, с праздником!" Спасибо вам большое, Оксана, спасибо. Сегодня у нас День влюбленных, 14 февраля. И Виктория вот начала с криминала, а закончила любовью. Ну, я так всегда с одной темы плавно перехожу на другую тему. У меня не только кофточка, мои хорошие, у меня и шарфик. Смотрите, сейчас покажу. Сижу вот тут так устроилась. Кофточка, да, это я ее связала, знаете, сколько лет? Это Маркусу был месяц один. То есть вот этой кофте 10 лет. Почему я люблю вязаные вещи? Потому что они очень смотрятся, стирая я их в шампунчике, ну, и в порошочке таком нежном, они очень легко отдают грязь. И я всегда, ну, стильно, модно смотришься, короче, ты всегда крутой и неповторимый. А это ж, извините, это шарфик я связала на продажу. Вот такой, видите, длинненький красивый шарфик. Так что вы можете себе приобрести. Все вы знаете, что я вяжу, творю, вот, вкладываю в свои вещи очень много любви, теплоты. Вот, и вы можете купить на память о вашей Виктории. Спасибо вам большое. 20 лет жила в Хургаде, отец моего ребенка сейчас там живет. Мечтаю вернуться на зиму, надо копить деньги, так как надо немало. Съем жилья, питание и так далее. Ну, это да. Ну, приезжайте, Оксанка, приезжайте. Приезжайте, буду рада увидеться с вами. Вот. Спасибо. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете. В общем, спасибо вам за теплоту, за любовь, мои хорошие. Так, ну, по-моему, Виктория выложилась. Чисто сердечные признания. Хочу, чтобы женщины себя уважали, любили и ценили, чтобы ни в коем случае не терпели, потому что мне с таким, знаете, большим удовольствием здесь рассказывают истории и женщины, и я уже даже, знаете, боюсь знакомиться, чтобы мне не рассказывали истории, потому что очень много, ну, жестокости, такого садизма, вот, к сожалению, в отношениях. И, ну, и не хочется, чтобы женщины терпели, хочется, чтобы женщины ставили на первое место себя, свои ощущения, свою жизнь. То есть мужчина, правильный мужчина, это тот мужчина, с которым вам будет лучше. Вот, все очень просто, знаете, это касается и женщин. Если вы будете общаться с интересной, гармоничной женщиной, она с вами поделится вот этим. Если вы будете общаться с абсолютной жертвой, абсолютная жертва — это тоже такое состояние. Вот, что такое состояние жертва? Сейчас скажу. Ну вот есть жертвы, которые, допустим, есть такие случаи в Каире. Многие девушки из Каира мне рассказывают истории. Ну вот, знаю несколько историй из Хургады, из Каира. Ну, я так, знаете, возьму такой общий формат. То есть, допустим, там какое-то насилие происходит, ее бьет мужчина, унижает, обесценивает, потом ей другие женщины помогают уезжать, там ее спасают. И тогда, например, полицейский говорит: не приезжайте больше. Ну, то есть полицейские говорят: больше не возвращайтесь. И через какой-то момент всеми усилиями тут девочки помогали уехать ей, старались. Ну, то есть, и в конечном итоге проходит время, и есть такие истории, когда женщины возвращаются к насильнику. То есть это абсолютная жертва, это состояние души такое, и этим людям нужно идти в терапию. Им не нужны отношения, им нужно идти в терапию. Но если она хочет, знаете, чтобы ее заморили голодом, как здесь были такие случаи. Вот самый яркий такой случай в Каире. Женщину заморили голодом, то есть и когда она уже весила 40 килограмм, ее отправили в Москву маме.
Вот, и там она умерла, то есть её смогли спасти в больнице уже, ну, уже все, очень такие большие потери у организма, измененное состояние органов и все, ну, все, от голода умерла. То есть, ну, как бы так. Вот сейчас у меня есть знакомая одна, она европейка, давно вышла замуж, значит, за местного мачо. Ну, вроде бы все неплохо было, там двое детей туда-сюда. Но вот он там познакомился, с другой женщиной, тоже европейкой. И сейчас, в общем, он ушел к другой, ее бросил с детьми, дает на еду совсем мало. То есть она там похудела, подурнела, дает на еду мало, издевается. Ну, то есть контролирует, чтобы там, все, ее окружающие, кто ее знает в компаунде, чтобы докладывали ему всю информацию. Ну, то есть, как сказать, устанавливает такой, знаете, контроль, психопатический контроль. Вот, пытается там ей угрожать, эм, угрожает там ее всячески, ну, то есть, ну, по сути, другими словами, он ей прямо говорит: "Я хочу твоей смерти". Ну, представляете? Вот ты живешь с человеком, то есть я ее знаю хорошо. Ты живешь с человеком, рожаешь ему детей, и потом, когда ты уже начинаешь зависеть от него, он тебя начинает уничтожать. Он так и говорит: "Я хочу тебя уничтожить, хочу, чтобы ты умерла". Вот, представляете? Вот, так что вот. Эм, Ну, любой садизм, любые попытки, вот такого рода, они начинаются тогда, когда вы уже абсолютно зависимы. Вот. Они не начинаются сразу. Это так вам на минуточку. Поэтому есть такое состояние, как состояние жертва. И таких женщин тоже здесь достаточно в плане того, что если им помогать, то они потом возвращаются к насильнику и а, то есть им вот это все надо. Это, очень такая травма серьезная у человека есть. Просто человеку нужно идти в терапию, работать с собой, дабы, выйти из состояния жертвы. То есть выйти, ну, то есть жить такой полноценной жизнью, как сказать, быть самодостаточной. А когда вы самодостаточны, вы общаетесь с теми людьми, которые ваши. Ну, вот я в Хургаде общаюсь с теми мужчинами, с которыми мне интересно. Это наши русскоязычные мужчины. Вот. Мне с ними интересно. Они классные, они нормальные. Некоторых вы видите на "Ютубе", некоторых. Некоторых не видите, потому что, в силу своей деятельности они не могут на канал, попасть. Вот, то есть у них, скажем, такая деятельность, которая им не позволяет, э, выходить в эфиры и так далее. Вот. Здесь, разные люди есть, но сейчас у меня такие требования, что я общаюсь только с нашими, славянскими мужчинами. Вот есть у меня и друзья египтяне, которых я очень уважаю и ценю, потому что они себя очень достойно ведут. Но то, что языковой барьер. Языковой барьер, невозможно так поговорить, начинаешь много переводить, и ты устаешь от этих переводов, и ты уже не понимаешь, что там говоришь от этих переводов. Короче, вот, поэтому конечно, приоритеты — это наши мужчины. И, ну, как бы это все такие дружеские отношения. Вот. А так вообще я такой, знаете, как, одинокий волк. Одинокий волк. Ну все. О, Джон, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Ой, здравствуйте, Джон. Поздравляю вас, с Днем Святого Валентина. Здравствуйте. Вот я сегодня, видите, в эфире одела такое розовое все красивенькое, а тема у меня такая жизненная. Ну, если что, она останется в прямых эфирах. Больно слышать про наших соотечественников, которые так компрометировали себя в ваших глазах. Ой, ну, я постаралась еще часть забыть, Алла, потому что, знаете, я росла в таком обществе спортивном и никогда не видела такое количество мерзости, которую я увидела тут. Я даже никогда не думала, что так можно жить, что такие люди существуют. Вот благодаря тому, что Египет все, знаете как, размораживает, вашу внутрянку людей наверх, то есть то, что я увидела тут,
данный момент, я говорю о наших людях, я такого нигде не видела за всю жизнь. Ух! Вот, мои хорошие. Да, треугольник Карпмана, да. Магдалену Жук пытались похитить или нет? Я считаю, что пытались. Там очень много странностей. Там дело в том, что, понимаете как, там эти странности Магдалена Жук, там эти странности начались еще, с ее парня. То есть у меня такое ощущение, что ее парень тоже замешан в этом. То есть там очень много несостыковок и непонятностей. Вот. Эм, Может быть, там ну, как бы я не могу сказать, понимаете? Потому что, у меня такое ощущение, что ее парень, этот поляк, он тоже в этом замешан. Алексей, эм, приеду. У меня очень много друзей по всему миру. Просто в данный момент школа — это, пожалуй, единственное, что меня здесь держит. И я бы уже собрала чемоданы и уехала в другую страну, показывать им всё что-то другое. Вот, и сохранив к Египту такую особенную любовь и теплоту. Вот. Ну, то есть как-то вот так. Ой. Так, ну что, я вас, знаете как, День влюбленных, конечно, этот праздник, если разобрать его начало, он, по-моему, такой не совсем праздник, по-моему, там его праздновали то ли голубые, то ли что, но мне кажется, такой праздник. Его раздули, накачали и так далее. То есть, вот. Эм, ну, я думаю, знаете, если у вас есть любимый человек, любимые люди, то, у вас всегда будет у вас есть возможность каждый день доказывать и показывать им свою любовь. Я так считаю. Да вы что? Я не слышала об этом. Ну, вполне. Тут, просто, к сожалению, знаете как, вообще это во всем мире такое, когда человек не хочет с вами общаться, может даже просто сказать, что ты мне не подходишь, я тебя разлюбил, у меня нет чувств. Но не надо делать так, чтобы человеку было плохо. Вот. То есть достойные люди очень достойно расходятся. А недостойные люди, они делают так, чтобы женщина, ну то есть создают такие условия, чтобы женщина сама ушла. Или там триангуляцию включает, или еще какие-то моменты непонятные. То есть вот. Вот, поэтому, то есть, это же по всему миру так, на самом деле. Не Вообще, знаете, вот, людей в мире не так много. Людей в мире может быть 20%, остальное рептилоиды. А с чего вы решили, что рептилоид будет заботиться о том, как с вами попрощаться? С чего? Если там, рептильный мозг. Людей не так много. Но проблема, знаете, в чем? Если вы человек, если у вас человеческий мозг, вы думаете, что все остальные такие же. Нет. Есть люди с рептильным мозгом. Я сделаю на эту тему отдельное видео. Ну, то есть сейчас смотрите. Сейчас, подождите. Вот просто наберу мозг, э, части мозга. Вот сейчас прям подождите. Части мозга человека. Вон, смотрите, обычные. Секундочку. Ну вот смотрите. Рептильный ум, инстинкты выживания, лимбическая система, чувства и эмоции и неокортекс — это сознание, интеллект. Вот видите, смотрите, вот есть рептильный мозг, вот,
Вот, это же я не выдумываю, это ж факт, вот. Он отвечает за инстинкты выживания. То есть 80% людей живут на инстинктах: секс, пожрать и поспать. Вот им нужно в кого-то потыкать писей, потому что, ну, просто чтобы ему день прошел легче, пожрать и поспать. И почему он должен думать, как с вами попрощаться? Ну, допустим. А если вы человечны, вы думаете, что этот человек думает, как вы. Но нет, это наша проекция. Вот я сделаю отдельную тему проекции, человеческие проекции. То есть мы накладываем на других свои мыслительные процессы, то, как мы думаем. Но это не факт, что человек такой. То есть, если вы человечные, великодушные, доброжелательные, вы думаете, что другой такой. Как вот я руку стряхнула мужчина, он начал меня трогать потом. Потому что рептилия подумала, что все можно, что можно. А если бы я вот так его по голове двинула, он бы понял, что нельзя, потому что это язык рептилоидов. Вы вот знаете, как, то есть вы не договоритесь с рептилоидом. С рептилоидом надо жестко и на страхе. Это его способы коммуникации на инстинктах. И если вы человечны, но связались с рептилоидом, то он вас погружает в эту рептильную, как бы, э, в рептильную зону. То есть он вас перетаскивает на инстинкты, и вы будете бултыхаться в инстинктивной зоне. Вот. А если вы встретитесь с человеком, у которого есть неокортекс, вот это верхняя, видите, верхняя, ой-ой, вот, ой-ой, рептильный ум, вот верхняя часть головы, вот верхняя, вот, это человеческий мозг. У некоторых людей его нету, он отсутствует. Есть люди, у которых вот рептильный ум и ум животного. То есть я когда говорю рептилоиды, вы думаете, что я что-то придумала. Я не придумала. Есть люди, у которых нету вот этого неокортекса, сознания и интеллекта, нету. У них мозг просто рептильный, животный мозг. Но есть же такие люди, им пожрать, секс и больше ничего. Ну и деньги. Он не может там думать о чем-то великом, как сказать, таком интересном. Ну, то есть, ну, что? Ему надо, как вот знаете, рептилия по реке плывет, позанималась сексом, поела, дальше плывет, снова позанималась сексом, снова дальше плывет. Вот. А некоторые думают, что я придумала для хохмы слово рептилоид. Нет. Есть люди с неразвитой человеческой частью мозга. Нету там этого. Ни сознания, ни чести, ни совести, ни достоинства. Вот вы с ним пытаетесь поговорить, а там никого нет дома. Ну вот. Вот. Так что вот. Ну что, мои хорошие, любимые подписчики, поздравляю я вас, знаете как, просто с тем, что мы проснулись, что мы, это, кстати, очень интересный день, потому что я как раз сделала Маркуса с 13 на 14. Да, я его папе сказала, что, короче, мне нужен сын такой шоколадный, так что давай. И вот это потом я поняла, что мы встретились с ним первый раз, ну, как договорились, в общем, когда уже договорились сделать Маркуса, это был день с 13 на 14, вот. Так что мы Маркуса сделали с 13 на 14. Ну, посчитайте, если вы не верите, он родился 12 ноября, то есть ровно 9 месяцев. Вот, так что вот так, видите-ка я. За один раз, за один выстрел. Причем я такая, знаете, как искренняя, мы когда с ним познакомились, и вот, значит, это была какая-то уже 3-я или 4-я встреча, я говорю, слушай, говорю, ты знаешь что? Дело в том, что я влюбилась в маленького ребеночка, вот тут темненького. Я уже делала видео на канале. Говорю, я хочу сына шоколадного, вот такого. И показываю ему блокнотик свой с пожеланиями, ой, со своими мечтами, ну, с целями. Я говорю, слушай, понимаешь, вот смотри, и перевожу, включила телефон, перевожу ему. И перевожу, а он так смотрит внимательно. Я говорю, вот смотри, все мои мечты и желания, тут нету замужества, но есть шоколадный сын, шоколадный ребенок. Он говорит, а я? Я говорю, ну ничего, говорю, мы с тобой что-то потом придумаем, вот, может у меня появится это желание, но пока нету выходить замуж, в общем, такое. Но, если честно, я его хотела пригласить в Москву. Это как раз 2015 год, как раз упал самолет,
помните Шарм-эль-Шейх, Петербург, и закрыли Египет. Это я к чему, мои хорошие? К чему это я? Что, да, а он тут работал, у него, в общем, была тут как, контракт у него тут был. Вот. И, значит, они потом уехали, он потом сразу уехал. Фишка не в том. Фишка в том, что я же гражданка Украины, а я ему не могла в Москву сделать, этот пригласительный. То есть брат говорит: "Как ты его пригласишь, если ты не можешь сделать? Ну, то есть ты же гражданка Украины". Я говорю: "Тю, забыла". Вот. Мы переписывались, но фишка в том, какая его большая ошибка: он начал мной манипулировать. Вот. И я поняла, что я не смогу с ним общаться. Потом что-то он там, начал, что-то там тоже был, меня заблокировал. Ну, в общем, я поняла, что это как бы человек, с которым я не могу поддерживать отношения, но я ему благодарна очень, в общем, за то, что он, как бы согласился на мое предложение. Вот. Я была очень искренняя. Вот я его спросила: "Ты употребляешь алкоголь, там, куришь, наркотики?" Он говорит: "Не, ничего, ты же видишь, какой я спортивный". У него такое тело было шикарное просто, у него кубики были. Ну, короче, он тренировался много. Я говорю: "Так, ну давай, в общем, мне нужен ребенок, в общем, а мы с тобой потом решим". Вот, и так вот интересно получилось. Это я к чему это все рассказала так немножечко, что если ваши желания искренние, то вся вселенная вам будет помогать. Но надо быть очень искренней. То есть любое дело надо делать максимально искренне, потому что вы все равно провалитесь. Любая ложь, она сработает против вас рано или поздно. Но такого не бывает. Любая ложь рано или поздно вылезет наверх. Через других людей, через какие-то ситуации. То есть не бывает. А вот именно когда все искренне, то тогда все хорошо получается, и вам везде помогут, потому что вы искренне. Согласны со мной? Вот я наговорила всего. Вот. Приличные люди-изгои. Виктория, с праздника. Спасибо, что вы с нами делитесь личными моментами. Но я вам просто ставлю пример, как сказать, чтобы, вы, двигались от, эм я согласна с вами, Джон, между прочим, согласна, что приличные люди — это изгои. Уже интеллект становится, это еще, знаете, тоже Ванецкий сказал, интеллект уже становится чем-то угрожающим, потому что люди с интеллектом, со способностью видеть других, они видят, что ты дурак. Вот стоит придурок, и придурок хочет тебя обмануть. А я еще, знаете что, все тело, у меня очень часто возникает диссонанс. Потому что люди говорят одно, а их тело другое. И вот я почему не общаюсь с непонятными людьми? Я не хочу этот диссонанс испытывать, когда тело говорит одно, их тело говорит одно. А люди не могут контролировать язык тела, потому что язык тела, ну, тело имеет сколько там, язык тела там более, там, не знаю, может, 2000 лет, может, 3000 лет. То есть люди могут контролировать свои мысли какие-то, свое сознание в данный момент, вот. А язык тела люди не могут контролировать, это иллюзия. И это считывается очень. Это считывается, и, то есть, ну, я впадаю в состояние диссонанса, то есть я вижу что-то не то. И когда я вот в этом состоянии диссонанса, я понимаю, что передо мной какой-то неискренний человек, аферист, может, преступник. Вот, это вот благодаря вот этим чувствам своим. Спасибо вам большое, мои хорошие. И подняла вам настроение, повеселила вас, видите как, и рассказала нужные вещи. Это видео будет в записи, там криминал я рассказала в начале. В общем, это видео будет в записи завтра, я его обязательно оставлю. И поделилась своим личным, и еще оказалось, что сегодняшний день это когда я сделала Маркуса, представляете? Вот. Ну, в общем, да, по большому счету у него был очень много шансов быть со мной, но он очень такие серьезные ошибки делал, то есть, ну, колоссальные ошибки. То есть ничего личного, просто жизнь показала, что это не твой человек, и все. Но как бы э, я на это и не рассчитывала, потому что в моем понимании, что по-настоящему люди могут понимать друг друга только одного менталитета. Вот моя знакомая там вышла замуж, за местного человека, египтянина. Говорит: "Я его 14 лет переделывала". 14 лет переделывать человека. Для чего?
Но это переделывать человека — это вообще не надо. То есть просто есть люди настолько с разных менталитетов, и я поняла, что нигерийский менталитет — это настолько другой, мне даже не интересно вникать. Я была очень искренняя с самого начала, и если бы он оказался, тоже, знаете, такой искренний и, способный к отношениям, то у нас бы, конечно, все получилось, но, э, э, в общем, это не могло получиться, потому что я считаю, что менталитеты разные и видение мира разные. Ну, и я, собственно говоря, на это и не рассчитывала, и сейчас не рассчитываю. То есть я хочу мужчину, я свою как бы то, что я хотела, я получила в плане вот, ребенка, но, я хочу мужчину именно, э, со своего менталитета, с которым я могу говорить на своем языке, с которым мы смотрели фильмы одинаковые, с которым мы читали, у нас одинаковая программа в школе была, одинаковые ценности, одинаковое мировоззрение. Нужно, жить с человеком, с которым вы смотрите в одну сторону. Вот. А если возникают ссоры и конфликты, непонимания, и какой-то непонятный внутренний конфликт, все, этот человек не ваш. 14 лет кого-то переделывать. Но это уже, это вы тоже не искренняя, потому что 14 лет вы занимались бог знает чем. Может быть, ваш человек там ходил рядышком по соседней улице, но вы сознательно переделывали другого человека. Зачем? Может быть, этот мужчина, который сейчас с вами, которого вы переделали, может быть, он был бы более счастлив с египтянкой, чем 14 лет вы его переделывали. Но я просто, понимаете, я делюсь своими мыслями. Вы тоже можете э, поделиться своими мыслями, написать что-то. Вот, я всегда читаю с удовольствием, вот, но я делюсь своими мыслями. То есть человек, когда ваш, его не нужно переделывать. Вам просто хорошо априори. Вообще, что такое переделывать человека? Ты его либо любишь, либо принимаешь, либо, ну, как бы, все. Нужно съездить и украсть мужчину. В чем проблема? Ой. Тренированные люди часто принимают анаболики, на них особо не ведитесь. Слушайте, так я вообще очень отношусь к спортсменам легко. Просто я же среди них выросла, Джон. У меня высшее спортивное образование, а потом, видите, у меня такое работа, деятельность была, в фитнес-клубе работала много. То есть я среди этих мужчин выросла. То есть я все знаю в плане того, что они могут быть накачанные анаболики, анаболики, тело красивое, а вот тут пусто. Вот тут пусто, это самое, в голове пусто, и в душе пусто, и везде пусто, только не, я не ведусь. Для меня вообще я к таким спортсменам, вот эти, которые качаются, я отношусь нехорошо. Потому что, ну, я наблюдала за такими много. Бицепс качает, качает, 40 лет качает бицепс, накачал бицепс, ни жены, ни детей. То есть он не способен на отношения, но качает бицепс. Может быть, надо было какую-то другую часть себя прокачивать. Вот. Ну, то есть я не западаю на спортсменов, ничего. Я просто хотела, влюбилась в мальчика темного. Там есть видео на моем канале. Он как посмотрел на меня. Я познакомилась с его мамой. Мама была бельгийка. И она его усыновила, кстати. В наших странах нет таких документов, нету таких законов, которые бы разрешили усыновлять детей с Африки. То есть в наших странах вы не сможете усыновить африканца, только ребенка из нашей страны в детдомах. Вот. А она бельгийка, и она усыновила негритосика. У, тю-тю-тю-тю. Он такой классный был вообще. Ну, есть видео на канале, я сделала. Я прям поняла, что я хочу именно такого ребенка, больше никакого не хочу. И, ну вот, как бы ничего личного, но то, что ты искренне хочешь, ты и получаешь. Все. Я вас поняла, Марина Гросс, я поняла, Марина Горес. Да, потому что это какое-то преступление. Вообще, знаете что? Манипулировать людьми, врать, переделывать. Это, понимаете, это преступление. Ну, я сейчас объясню, какого рода. То есть вы, смотрите, я как считаю, что у каждого есть
где-то свои люди. То есть есть, допустим, мужчины, с которыми я могу выстроить замечательные отношения. Ну, просто мы еще друг друга не увидели, не встретили. Вот, но, они есть и там, и там, и там, и там, и там они есть. Но если я вот у меня нет такой зависимости от отношений, но если я, допустим, очень сильно хочу отношений, без отношений я себя не вижу, я себя чувствую каким-то ничтожеством, то я быстро спущусь вниз, кого-нибудь хватану за горло и буду переделывать. Зачем? Зачем? Может быть, то есть это получается преступление против себя и против него. Этот человек, получается, будет счастлив с другой женщиной, потому что, ну, она где-то есть для него, а я его возьму, буду переделывать, ломать, трансформировать, потому что я хочу ублажить свои цели, свои какие-то эгоистичные цели. Нет, 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 как бы это все, ну, это неправильно все. Галина Юрченко, здравствуйте. Домой нужно съездить, хватит морочить голову себе. Ага, да-да-да. Ну, вот видите, учимся в международной школе, на английском учится. Вот так вот. Да, именно написал мне: "Будете с ним вязать крючком, говорить на своем языке, говорить о мироздании, свяжете ему мужской свитер". Вот видите, меня уже мужчина определил. Спасибо вам большое, спасибо. Так, ну что, мои хорошие, будем заканчивать? Или иначе я себе сейчас сделаю кофе и будем еще болтать. Какие у вас предложения? Но мне кажется, я уже всю информацию выболтала. 81 минута. Это только Виктория может болтать по 1,5–2 часа без остановки, с одной темы переходить плавно на другую тему. Потом вы мне даете еще, подкидываете следующие темы. И у меня получается, знаете, такое видео, мега интересный каламбур такой, но очень много полезной информации. Учитывая то, что я еще запоминаю информацию шедеврально. Да, хотите, вам докажу? Я один раз прочитала стишочек. Этот стишочек назывался "Дай, Джим, на счастье лапу мне". Помните стих о собаке? Я его прочитала один раз и запомнила. Вот сейчас вам расскажу. Хотите? Докажу. "Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Хозяин твой и мил, и знаменит, и у него гостей бывает в доме много. Но та, что всех милее, сбила меня, подруга позвонила, но та, что всех милее и нежней, но та, что всех милее и нежней, сюда случайно вдруг не заходила, она придет, даю тебе по руку, и ты, в ее уставе взгляд, ты за меня, лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват. Вот. Я вот этот стишок прочитала один раз и запомнила. Вот к тому, что у меня очень хорошая память, поэтому я еще и книгу напишу. В общем, ну, поэтому я много всего знаю, потому что очень сильно запоминаю все. На тихую, бесшумную погоду. Супер. Эх, я вот на лавочке живу и счастлива, да. Ну что, мои хорошие, будем с вами прощаться. Вопросик даже есть у меня, ура. Вы замечательная молодая женщина. Интересно, ваше мнение, надо ли женщине мужчина после 60? Собаки для меня все. Сейчас отвечу. Ну, хорошо, что вы мне написали. Вы знаете что? Не могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что есть люди, которые встретили своего человека только в 60 лет. То есть я знала такие пары. И они вот на тот момент они уже прожили по 15 лет вместе, познакомились, когда было 60. То есть 15 лет вместе, она похоронила его, потом сама такая красавица жила 15 лет вместе. Эм, Они познакомились, когда было 60 им. М, Не могу сказать. Вы можете встретить любовь. Ам, Ой, у меня аж мурашки по коже. Ну, просто, знаете, бывает, люди встречаются в более позднем возрасте, и возникает такое, как сказать, ну, как бы претензия такая.
а где же ты был все это время? Потому что, ну, каждый человек, знаете, как он мог с непонятными людьми общаться, страдать, то есть как бы, ну, проживать куча непонятных эмоций. Ну, допустим, он хотел создать семью, а потом он долго жил один, и в 60 лет он познакомился, или она. Получается такая претензия к жизни, где ты была. Ну вот. У меня есть одна пара, в Украине. То есть, мужчина такой интересный, святой, с замечательными чистыми глазами. И он был один 18 лет. То есть, он познакомился с женщиной спустя 18 лет после развода. Ну, он там, занимался, в церковь ходил и был с Богом, такой служитель. Ну, там, чем-то он занимается, где-то он работает на какой-то работе, но он очень был в такой духовности. И вот жизнь ему послала женщину, сейчас они вместе, 18 лет один. Но, а вы можете себе представить вот этих гастролеров, которые там вот от одной женщины к другой бегают, чтобы они побыли одни? Нет, потому что они разрушатся. Им нужно кого-то сосать, терроризировать, что-то вот делать. 18– это вот какие есть достойные люди. Есть ли в Хургаде, сеть русских магазинов продуктовых, и вообще качественные молочные продукты? Есть, есть. Почему? Тут вкусные молочные продукты есть. Сеть русских магазинов, сети нет, но есть, 1 или 2 русские магазины есть, где вот наши продукты. Есть, есть. Да, после 60 точно, что не для того, чтобы тыкать писей. Вот, ну понятно. Мы сегодня с вами уже сразу много тем. По-моему, Есенин. Да-да-да, Есенин: "Дай, Джим, на счастье лапу мне, дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую бесшумную Я так его любила. Блин, у меня сегодня столько впечатлений получается. У меня просто, знаете, прямой эфир, я бы это все вырезала. Я когда вот почему вот прямой эфир, ты получается очень сильно открыт перед людьми. И я вот всю жизнь была собачья мама. Я знаете, что имею в виду? Что я бы вот эти свои слезы я бы вырезала, если бы делала видео. Но в прямом эфире я не могу вырезать. Поэтому, ну вот. Вот, минус прямых эфиров, что ты очень обнажен перед людьми. Я кормила собак, у нас во дворе были собаки. Я всегда после школы их кормила, готовила кушать для них, там все такое, колотила. И, э, вот, кормила их. Даже дралась за собак, с ребятами дралась, э, потому что они кидали камнями в собак. В общем, я всю жизнь кого-то защищаю. Вот, короче, они меня провожали в школу, и вот это, я не знаю, их была целая куча, 7-8 этих собак. Они потом еще рожали, и их дети, и вот за мной такая толпа собак ходила. И ждали меня после школы, и домой шли. Ну, потом я шла домой, они за мной. И потом я им готовила кушать и спускалась. Они там вниз, где-то в подвале я там их кормила, чтобы, ну, не на людях. Эти миски с едой. В общем, там потом собачки всегда, она там одна рожала, Бета ее звали. Рекса и Бета, они постоянно рожали, короче, толпа увеличивалась. И я всегда, знаете, о чем переживала? Думаю, блин, если у меня появится молодой человек, и как молодой человек будет реагировать на то, что со мной всегда ходит толпа собак. Вообще. Блин, они всегда со мной были. Вот такая толпа, потом они рожали, эта толпа увеличивалась. Их немножко разбирали, но, в общем, я так всегда переживала. Думаю, как же он будет реагировать? Наверное, будет стесняться и меня, и этих собак преданных. И потом просто в один день, ой, короче, их отловили всех. Только одна спряталась, выжила. А их всех отловили, больше не было. Или одна, или две. Короче, у меня с собаками вот такая, знаете, как вообще травма. А потом у меня была своя собака, я завела свою собаку.
И потом, когда поступила в институт, я отвезла бабушке, и он там уже пожил немножко, но он умер от тоски. Нигер его звали, Нигер, это Колли была. Он просто уже умер от тоски и от того, что, ну, его нормально не кормили так, как надо кормить. И вот и больше я сказала: "Мне больше собак не будет". Короче, у меня больше нет ресурса. Всё. Вот поэтому я рассказала этот стих про собаку. Я это всё вспомнила просто. Вот, и вот эти глаза, когда, допустим, как сказать, он прощался со мной, я понимала, он уже беззубый был от плохой еды, но его кормили, но так, он там бегал никому не нужный. Я помню, уезжала, и он потом уже умер был. Я уезжала, и он так на меня смотрел, что почему же я его предала? Я в институт поступила. Почему? Он же был такой классный, он такие вещи делал, вы не представляете просто. Все говорили: "Как ты ему этого научила?" Я говорю: "Я его научила этому". Вообще, то есть он такое вытворял, ну, просто я могла вот так идти и сказать: "Нигер, мне жарко". И он прыгал, снимал с моей головы, ну, этот шапку. Вот, то есть он много таких вещей. Вот, и я поняла, что, ну, всё. А, в общем, я больше не могу, у меня нету ресурса прощаться. И вообще, это мне травма. Ну всё, всё. Видите как, мне надо заканчивать, потому что я уже не могу успокоиться. Вот минусы прямых эфиров, мои хорошие. Всё, пока. Пойду сейчас это самое, попью водички. В общем, обнимаха вам всем большая. Может быть, если бы не рассказала стих, то бы, ну, у меня бы такого отката не было. А так, видите, такой откат пошел, и все. Короче, увидимся в следующий раз, хорошо? Пока, мои хорошие, я вас всех обнимаю. Короче, отвечайте за ну, берете котика — надо любить, берете собачку — надо любить. Все, все, мои хорошие, пока-пока. Да, буду успокаиваться. Сейчас я чайку сделаю или это самое. Да, спасибо вам большое. Не-не-не, тут тоже порой так издеваются над кошечками, я всегда защищаю. Ой, блин, не буду уже это рассказывать. Все, мои хорошие, всех благ вам, берегите себя, любви вам. Вот. Если вы родились не рептилоидом, а человеком, то вы уже счастливы. Все, люблю вас. Пока.